Кто такой хороший механик? В глазах простого обывателя это человек, который разбирается в технике и может ее отремонтировать. Чуть более продвинутые обыватели, которые часто обращаются в сервисы, уже знают правила, как выбрать более приличный сервис. Косвенно это можно, не разбираясь в технике, определить по порядку на рабочем месте. Это называется культура производства. Но на самом деле в моих глазах реально хорошего настоящего механика отличает опыт. Опыт работы с нестандартными ситуациями. Потому что по всем стандартным ситуациям всегда можно открыть мануал и в четком соответствии с рекомендациями производителя произвести все работы. К сожалению, правда, делают это не все, но все хорошие механики, которые сталкиваются с техникой первый раз, делают именно так. Сначала внимательнейшим образом читают мануал, а потом в соответствии с ним работают с мотоциклом все, как предписал производитель. Однако нестандартные ситуации в мануале описать нельзя. На то они и нестандартные. Здесь что-то не открутилось, здесь что-то сломалось, сорвали резьбу или что-то в этом духе. Здесь уже важен опыт и профессионализм. Однако большую часть работ можно сделать, не имея какого-то суперобразования, супербезумного опыта, просто работая с технической документацией и мануалами. Что делать тем, кто хочет сам поковыряться в технике, и при этом мануала у него нет, он не хочет разбираться, переводить его с английского языка, а хочет банально обслужить свою технику и сэкономить на услугах сервиса. Именно для таких случаев я уже начал записывать гайд по обслуживанию 650-го Skyway Burgmann, где я хочу рассмотреть все моменты, которые пользователь, не обладающий какими-то суперзнаниями, может выполнить самостоятельно, таким образом сэкономив на услугах сервисов. А больше эта проблема актуальна там, где с нормальными сервисами в принципе туго. Часто в регионах их вообще нет. Или они очень завышают цены в связи с отсутствием конкуренции. Поэтому есть вариант что-то делать самому, но главное получить структурированную информацию с подробным объяснением, как это делается. Я планирую выпустить гайды по всем простым операциям по регламентному обслуживанию 650-ки и 400-ки, начиная с К7 как минимум. Очень многие процедуры схожие со старым кузовом. Буду рад получить от вас обратную связь в комментариях. Интересен ли был бы для вас такой курс и какую вы считаете стоимость для него справедливой? Давайте предполагать, что курс будет состоять из 10 примерно получасовых подробных структурированных видео с самой полезной и самой необходимой информацией, которую вам нужно знать. Кстати, у меня есть маленький телеграм-канал, ссылочку я приложу в описании и в закрепленном комментарии, рекомендую подписаться. Я там уже проводил опрос на эту тему и выяснилось, что очень многие проявили интерес и ждут с нетерпением. Ах да, сегодня с вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И как вы уже, думаю, поняли, сегодня у нас не совсем обычный выпуск. К нам обратился клиент с одной очень нестандартной проблемой. Он привез машинку сцепления от BMW G310. На самом деле, основной мой род деятельности – это не мотосервис, как многие думают. На самом деле, мотосервис приносит не так много денег, как хотелось бы. Все основные деньги я зарабатываю на моторазборке и продаже запчастей. И именно поэтому я стараюсь обслуживать технику только со своими запчастями. В данный момент вот у нас стоит C650 GT BMW скутер, который мы буквально вчера выкупили на разбор. И о том, как заработать на моторазборке, я тоже хочу выпустить курс. И мне очень интересно, как среди вас вообще, есть ли желающие попробовать себя в этом бизнесе. Этот бизнес очень интересный и очень маржинальный. И что самое любопытное, он понятен большинству обывателей, особенно если знать все его секреты. А сегодня я расскажу вам об одной нестандартной поломке, с которой к нам обратился клиент. В данном случае к нам привезли запчасть,
от мотоцикла BMW G310. Это машинка сцепления. И после падения она оказалась повреждена, и рычаг заклинило по непонятной причине. Я сам эти машинки никогда особо не перебирал, и на самом деле они особо-то и не перебираются, потому что на них новые запчасти не купишь. Человек, естественно, пришел, как обычно, с вопросом, есть ли у нас бэушная машинка. Мы разбирали 2 310, причем они все были с очень маленькими пробегами, битые. Но, к сожалению, машинок у нас не осталось. Мотоцикл свежий, и его в основном стараются ремонтировать. На него очень востребованы запчасти. Он, скажем так, не самого лучшего качества, индийского производства, и поэтому постоянно на него что-то людям требуется. Плюс покупают их обычно новички, все время падают. Мой коллега разобрал машинку, и выяснилось, что внутри машинки сам поршень сделан из какого-то типа пластика. Сейчас вот он у меня в руках, но у вас сейчас будет показано крупным планом. Этот поршень разрушился прямо в месте резинки из-за того, что при падении на него было излишнее воздействие. Он развалился на 2 части и, естественно, заклинил, перекосило его, он перестал выполнять свои функции. По итогу человек спросил, можно ли с этим что-то сделать. Я сказал, что мы можем попробовать ему помочь. В принципе, обозначил, как я считаю, довольно гуманную стоимость. В 2 или в 3 раза дешевле, нежели стоит бэушная машинка, если бы она вообще была. Я просто понимаю, что достать ее где-либо тяжело. Я посмотрел на эту деталь, прикинул и понял, что ее, в принципе, несложно изготовить при наличии токарного станка, либо из алюминия, либо из капролона, либо из чего-то еще. И вот сейчас вы можете наблюдать как раз-таки процесс, как я вышел из этой ситуации. Он эту машинку нам, естественно, оставил, а я по образу и подобию, можно сказать, сначала думал нарисовать эскизик, но потом даже решил без эскиза, просто по факту, прямо снимая размеры с оригинальной детали, их сразу же переносил на деталь прямо вот, что называется, в станке. Эти умения мне очень сильно помогают. Не могу сказать, что они приносят мне много денег, но мне очень интересно этим заниматься, потому что я этим болею. Я этим болею очень много лет, и интересно именно браться за все нестандартное. По итогу у меня получилась вот такая вот прекрасная деталька, на которую я уже установил манжеты. И все, в принципе, подходит, все, в принципе, классно. Осталось только собрать саму машинку и отдать ее счастливому обладателю. Она даже получилась, на мой взгляд, прочнее и лучше, возможно, чем родная. Ну, возможно, и нет. Тут как бы у 2 деталей алюминиевых в паре есть, конечно же, минусы, это может как-то закисать или что-то еще, но я думаю, что если это все грамотно собрать, смазать какой-нибудь смазочкой силиконовой, то все будет прекрасно. А с вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Если вам нужны запчасти, вы можете связаться со мной по ссылочке там же, там есть ссылочка на социальные сети, можно написать оттуда мне в WhatsApp, я вам дам телефон нашего менеджера, и он вам подскажет по любым запчастям вообще без проблем. Также буду рад услышать любые ваши мысли на тему всего, что я сегодня сказал, в комментариях. С радостью прочитаю, все комментарии я читаю, и на адекватные, вменяемые комментарии я всегда стараюсь отвечать. Всем пока!